Всех приветствую, друзья мои, вы на канале Злой Кинг Леон. Сегодня у меня в гостях молодой чемпион мира, будущий по боксу Дмитрий Захаров. Всем привет, дорогие подписчики, всех рад видеть. Сегодня мы будем обедать вместе, вкусности вот эти все за столом. Короче, я привел, пацан, буду разговаривать с вами по-простому. Пацан вообще молодой еще, только приехал в Корею, буквально сколько ты здесь? 2 недели? 2 недели. Кстати, он кореец сам, у него глубокие корейские корни и корейская кровь, поэтому я думаю, у него все здесь получится. Привел ему, показываю, как говорится, культуру быт. Сегодня мы будем есть шабу-шабу. Помните, да, варить будем миско, водичка у нас закипает, мы сюда вот так бахаем миско, говядинка. Вот так бахаем миско сюда. И сразу спрашиваем у Дмитрия, что тебя все-таки сюда привело, в Корею? Так, начну с того, что родился я в Нижневартовске, в Российской Федерации. Приехал покорять свою мечту, то есть за своей целью стать профессиональным боксером, также параллельно тренировать, делиться опытом с местным населением. То есть, Ну, ты хочешь именно ребятишек или тебе или взрослых да, тренировать? Я могу со всеми возрастами отрабатывать, давать школу бокса, так сказать. Ну, Опыт есть... у меня колоссальный. Боксом занимаюсь 17 лет. Вот 17 лет, в представляете? сентябре будет 17 лет, как я в боксе. Привел отец меня в бокс. То есть вот это самая лучшая, да, считается в мире советская школа бокса, правильно? Ну, можно сказать, да. Но у меня все равно не советский стиль бокса. Допустим, можете зайти посмотреть на мою страницу, у меня очень отличается от советского. А если вот смотри, если, допустим, если сравнивать, например, вот с современными боксерами, со звездами, допустим, вот твой стиль, допустим, на стиль какого боксера похож вот сейчас в современности? Ну, может быть, раньше боксеры, которые были. Вот не буду говорить, на кого похож, но мне очень нравится стиль Флойда Мейвезера. То есть американский стиль бокса, вот, думающий. Каждый шаг размеренный, каждое движение размерено. То есть нету какой-то глупой драки, допустим, и нету как такового стиля на заднем, вторым номером. То есть все, каждое действие обдумано, каждый удар должны доходить до цели, нанести максимум больше ударов и пропустить минимум. Вот, в принципе, вот это мой стиль. Все, теперь давай пробовать. Давай пробовать всякие штуки. Обязательно вот сырую говядину. Пробуй. Блин, я боюсь ее, если честно. Пробуй. Она такая подзамороженная. И в маринаде. Но термически не обработана. Ее не сразу понимаешь, я тебе говорю. Ее понимаешь только раз с 5-6. Кстати, неплохо. Нет, неплохо. Я люблю сырое мясо, допустим, стейки из мраморной говядины. Обожаю. Ну, говядина в Корее просто какая-то, она космически, еще мраморная, она космически дорогая просто. Так, вот сюда, значит, мы загрузили. Вот фишка вот этого щабу-щабу в том, что ты сюда грузишь, что хочешь. Вот абсолютно. И как бы по итогу, в конце, нам, кстати, нужно взять еще, знаешь что? Надо взять соусы будут. Я принесу сейчас. А вот это что такое? Это тоже, это морская тема. Это типа, короче, как это называется правильно? Короче, морская. Это морская живность. Принял. Да. Так, я вот сюда подзагружу тогда вот в эту половину. Это у нас осьминог. Кимчи, кстати, что-то не очень. Ну, кимчи тоже. Кимчи вообще, она, конечно, вся разная просто. Я думаю, даже в каждой семье, которая делает свой рецепт, она будет отличаться по вкусу. Так, я сейчас метнусь. Да, в Корее все очень вкусно. Я вот за 2 недели обошел много ресторанов. Еда прям прелестная. То есть у меня мама дома готовила постоянно эту еду. Но здесь она по-особенному как-то отличается.
Так, это просто соевый с Спасибо. васаби. Мгм. Соевый с Мне суши васаби. интересно. Какие? Так, вот давайте сейчас научу. Вот так Давай, никогда давай. не делай. Все, понял. Никогда так не делай, смотри. Пока Ты макаешь расскажи. рис, и он у тебя, конечно, впитывает лютое количество соуса. Чтобы тебе прочувствовать сам вкус рыбки, ты вот просто макаешь рыбку немного, и все. Все, понял. Понял, шеф. Прям чуть-чуть. Но вообще, я повторюсь, рис вы можете дома покушать. Здесь просто берешь рыбку сверху и наслаждаешься. Рис просто откладываешь вот так. Вот зачем тебе забивать место рисом? Да. Кстати, у нас будут бои проходить. Будет желание, приходи посмотреть. Профессиональные бои. 30 числа. Вот все парни русскоязычные, кто есть. А я, кстати, видел в Инстаграме объявление. Да. Здесь, в Ансане? Да, по-моему. По-моему, да. Ну, я, честно, я еще пока в местности не ориентируюсь. Может, в каком-то другом районе. Ну, Свет, недавно приезжал, знаешь, шоу было боксерское, Netflix. Вел его, кстати, кореец такой здоровый, который актер. А, да, с Биволом. Да, Билл приезжал, да. Да, я тоже видел. Интересно. Но Бивол, конечно, это легенда уже. Билл, да. Вот у него как раз-таки советская школа бокса прям во всей красе. Он сам же, кто? Киргиз, да, по-моему? Не, у него папа молдаванин, мама кореянка. Кореянка? Да. Но он тоже такой. А, серьезно? Нифига. А сам родился, да, он в Кыргызстане. Вот, Димаш, я тебе хочу пожелать, чтобы ты никогда не говорил, вот я где-то от тебя слышал уже, что типа, ой, да блин, у меня нету там таких связей. В твоем возрасте вообще не должно быть. То есть ты сам себе вот эту информацию не должен давать, типа, вот у меня что-то не получится. У тебя вообще все получится. У тебя должно всегда это быть в голове. Благодарю. У тебя все, всю дорогу, все будет везде получаться. Самое главное, что мне кажется, вот, знаешь, я, конечно, не какой-то там миллионер, чтобы давать советы, но вот я думаю, прежде всего, жить нужно, конечно, по совести. Нужно нести добро в этот мир. И тогда сама планета Земля тебе тоже будет отдавать с полной отдачей. Я такого же мнения. Что, есть закон бумеранга. То есть, как ты будешь к окружающему миру, 100%. так же и мир будет к тебе. 100%. Поэтому вот запомните его сейчас. Это будущий чемпион мира. Будем стараться. Машина. 2002 года рождения, представляете? Вот хотел спросить у тебя. Получается, вот пару недель, да, ты в Корее. Что вот, какие кардинальные изменения ты увидел, как бы, вот в сравнении, как говорится, с Россией? Вот прям вот что тебя поразило, может быть? Блин, да все, это полностью другая страна, полностью другая противоположность, культура. То есть, идя по улице, если я не могу... Что? Если я иду по улице, гуляю, и у меня какой-то вопрос возник, и мне нужно что-то поинтересоваться у людей, я подойду, спрошу, через переводчика они меня спокойно выслушают и подскажут дорогу, допустим, куда мне нужно. Не будет такого, что типа с каким-то недовольным лицом, а наоборот все с улыбкой, даже рады помочь. Ну, либо, может, я на таких людей натыкался, но пока плохого впечатления у меня нету о Корее. Все, Диман, ты уже можешь, смотри, бери уже вот говядину вот здесь, она уже готова. Сейчас я, кстати, для говядины я сейчас принесу соус. Можно сюда, соевый, но надо что-то поинтереснее. Все очень вкусно.
А самое главное, Coca-Cola Original. Диман, я не знаю, что это за соуса. Давай пробовать. Вот это, наверное, 1000 островов какой-то, мне кажется. Вообще не знаю. Сколько у тебя уходит на монтировку видео, допустим, одного? Монтаж видео? Да, да, да. Времени? Да, да, да. У меня древний комп. Ты имеешь в виду вот такого полноценного, прям, вообще, 4К? Да, да, да. Не поверишь, я, допустим, его ставлю на ночь. Ну, когда все, допустим, сделал что-то. У меня монтаж же у меня минимальный абсолютно. То есть, нет времени на это. Я говорю, где-то маленько что-то, какие-то косяки, допустим, вырезал. Чуть там добавил, что-то, какие-то фильтра. Где-то там добавил, что-то, может, какие-то пояснения. Все, запускаю в монтаж. Камера GoPro 4К снимает. Вот. Качество бомбовое. Главное, чтобы был хороший свет. И все. Комп, конечно, слабенький, поэтому тяжеловато, конечно, ему. Но все равно время, там, часов 6, допустим, оно может потом вот обрабатываться в 4К. Вот какой совет ты дашь, допустим, вот такому человеку, как я, который только прилетел сюда? Ну, вот, который ты увидел в Корее впервые, там, ну, или что, чтобы не сталкиваться с этим. Может, огонь поменьше сделаем, а то он перекипит, мне кажется. Да, верно. Можно его, слушай, можно уже вот так даже подвыкладывать в это мяско. Слушай, ну, совет, во-первых, ты прилетел как бы сюда в страну, ты хочешь здесь, жить, находиться, то есть, конечно же, ты должен беспрекословно выполнять там все законы, этой страны, не нарушать им и так далее. То есть это 100%. Быть максимально... Вот у тебя, слушай, у тебя очень хорошая, как говорится, твоя профессия, да? Быть максимально полезным этой стране. То есть, знаешь, я как рассуждаю, в том плане, что, типа, ты хочешь остаться, а страна тебя спрашивает, типа, а зачем ты мне, да? И вот ты должен, как бы, всеми своими действиями доказать, типа, Для что чего ты, я что здесь? ты действительно, да, что ты действительно полезен. Допустим, ты хочешь тренировать, допустим, ребятишек, учить их бокс. Это же замечательно. Страна тебе по-любому скажет спасибо. Как все вкусно. Это какой-то Необычный. это фрукт какой-то. Манго, наверное. Плюс Маракуйя, может, что-нибудь. цитрусовая цедра. Лимонная цедра или апельсиновая цедра, что ли. А вот это что за соус? Это сырный, да, по-моему? Вообще, как я вышел на льва. Мне в России, когда находился, мне частенько попадались видосы, как он уплетает все это просто, прям, очень вкусно. И потом я такой в моменте вот здесь оказываюсь, и опять попался видос. Я думаю, написать, не написать, думаю, насчет рекламы, там, пропиарить себя. Он мне пишет, мне приходит смс, он мне пишет, типа, здравствуйте, сколько стоит у вас реклама? Я обычно, когда мне такие вопросы задают, я перехожу смотреть профиль. Я перехожу в профиль, смотрю, пацан молодой, боксер, там, чемпион. И думаю, мне просто стал человек интересен. И я к нему, не поверите, я к нему приехал в этот же день. Я к нему приехал в зал, и мы с ним познакомились. Я говорю, какая реклама, ты что, говорю? Ты что, тренера, блядь, говорю, получают много, что ли, или что? Я, честно, я в шоке был, когда увидел, как он заходит в зал. Договорились просто на субботу, на сегодня. А потом что-то сижу, там тренировка идет. На дверь смотрю, заходит, такой здоровяк. Думаю, нифига себе. Просто когда человек интересен, я сам просто приезжаю, как говорится, и знакомлюсь, да и все.
Это утка, походу, да? Да, это утка. Кожа, видишь, кожа жирная. Кожа жирная, это утка. Так, ну осьминогов мы тоже, я думаю, переварили уже, они уже резиновые. Да ладно, ничего страшного. Главное, что зубы есть. Остальное не важно. Блин, как же поймать? Сходу. Ну, видно, профи. Спасибо. Вот эти грибочки, кстати. Иноки? Да, эноки. Это тоже такая, знаешь, как корейская легенда. Ну, то есть они очень много где. И вот этот маш, ростки соя, пророщенная соя. Тоже. А вот ты за историю еды тут, ну, знаешь много. Вот кимчи, это что вообще за блюдо? Ну смотри, ты как бы из истории, я не скажу, что я там профи по истории. Ну, не, я просто так частенько слышал, там много фактов знаю. Конечно, кимчи, вот это доказанная тема, что ферментированная еда, живая еда, да, мы называем, потому что там содержатся полезные бактерии. 100% как бы кимчи просто... И она сейчас, слушай, с каждым годом она набирает популярность во всем мире. Я говорю, раньше не было такого. Вот сейчас уже в России много начало появляться там кимчи, допустим. То есть реально доказано уже на... То есть там ученые проводили исследования там, и так далее, что эта штука, там целый список от всего-всего. И жизнь продляет, там, и борется со всякими там болячками и так далее. И, конечно, если вы будете, вот, если вы привыкнете, будете кушать каждый день, допустим, кимчи, то я уверен, что половина всех ваших проблем со здоровьем просто уйдут сами собой. Не скажу, что это прям какая-то вот панацея, прям какая-то волшебная таблетка. Нет. Такого, ну, если вы где-то когда-нибудь видите такое, что вот волшебная таблетка, не верьте. Такого не бывает. Все, что полезного кушать, такого не бывает, что вы один раз съели, типа, и все у вас там излечилось. Нет. Только система. Постоянное употребление, да. Кимчи бывает молодая, когда ее только-только сделали. И, ну, то есть вкус разный у нее. Бывает такая средней выдержки и бывает сильно-сильно выдержанная. Она забродить, да, должна немножко? Но она вся как бы, она вся такая броженая. Но вот когда сильно-сильно выдержанная, допустим, она такая очень, очень кислая. Очень-очень кислая. И некоторые блюда, например, в Корее, допустим, вот поссам это вот типа вот такой штуки, типа свинина, которая вот отварная, типа вот ферментированный скат. Вот такие моменты. Возьми ложку. Нормально. Вот такие моменты, они рекомендуется употреблять именно вот с очень выдержанной кимчи, чтобы она перебивала их какой-то вот... Слушай, ну как-нибудь надо, не знаю, нет, тебе пока рано, ферментированный скат тебе точно рано. Скат? Да, это просто... Ты не видел, ни разу не видел, не слышал? Ну, ската видел вообще, но не пробовал точно. Фишка ската, то что он как бы, ну, если по-простому, он писает как бы не в море, а в себя. Как акула, всю жизнь. Ну, И у него, прикинь, у него через мясо через все пору, проходит эта мочевина. Потом на выходе, когда его делают, мясо чистый аммиак. воняет, да? Просто нереально. Но это вот считается какой-то корейский. Даже не все корейцы это едят. Далеко. Ну, стоит очень таких приличных бабок. Ну, ее же как-то готовят специально, да, чтобы это перебить запах? В Нет. молоке там нет? Нет. Типа это им в кайф, да, вот так вот? Я, на самом деле, я не настолько проникшийся корейской культурой, чтобы говорить, что это вкусно. Я просто это съел. Я просто научился это есть. Это нужно жевать только вот буквально 4-5 раз, потом глотать. Потому что если ты больше жуешь, у тебя запах поднимается сюда уже, в носопазуху, и ты это чувствуешь все. И произойдет, как говорится, ну, обратная реакция. Короче, не, я говорю, это в Корее очень много всяких штук, которых можно кушать, которые именно вкусные. Но до таких крайностей доходить даже не надо. Что еще можно попробовать? Ну, чтобы вот, допустим, не обрыгаться, так сказать. Извиняюсь за выражение.
но интересное. На грани. Да. Ну, слушай, начнется сезон морепродуктов, допустим. А он уже начался. Сырые, именно сырые морепродукты. Есть такой деликатес под названием... Слушай, может мне серию роликов с Димасом сделать, как думаете? Можно. Я только за. Напишите в комментах. Напишите в комментариях. Сделаем мы серию с Димасом. Допустим, покушаем морской пенис. Как вам? Как? Морской пенис. Это вот такая штука. По-корейски называется кебуль. Короче, ну, на самом деле, это морской червь. Выглядит он как вот как мужские гениталии примерно. Обитает вот глубоко на дне моря, во всяких этих своих там пещерках. Ну, на самом деле, прикольная штука. Вообще, вся морская вот эта живность, особенно, ну, сырая, живая, когда ее кушаешь, в чем прелесть? Прелесть в структуре. Как у тебя вот на зубах она хрустит. То есть оно, в принципе, все безвкусное. Плюс-минус. Ты макаешь в один и тот же соус, например, либо в кочуджан, перцовую пасту, либо в кунжутное масло с солью. Вот, то есть на вкус-то оно одинаковое, но сама именно структура вот этого продукта, как на языке у тебя, как на небе, как вот оно хрустит, когда ты жуешь, вот в этом прикол. В ощущениях, я так понял. Я когда попробовал первый раз сырую камбалу, у меня как будто, знаешь, у меня вообще, я такой, серьезно, блядь, камбала такая вкусная, реально, сырая камбала. Она нереально вкусная. Но это, понимаешь, опять же, она не должна быть замороженная. Ее должны вот только поймать с аквариума, порезать на сашими, и вот там буквально через 10 минут ты ее скушаешь. Вот тогда ты получишь настоящий кайф. И тогда ты оценишь, чем отличается свежатина, да, от охлажденки или там, не дай бог, от заморозки. Ну, то есть это небо и земля. Поэтому мы в России привыкли, вот я сам с Сибири, мы привыкли жрать заморозку. Да? Да. Мы идем в магазин, берем заморозку. А сколько она была там разморожена? Хрен его, а сколько она размораживалась? Хрен его знает. Поэтому от вкуса истинного продукта там ни хрена не остается. Я вот это вспомнил, по-моему, это морской гриб, нет? Может быть. Морской, типа, как, знаешь, типа вот где кораллы, короче, вот там они растут тоже на... И вот эта штука тоже там растет. Попробуй. Я в Таиланде бывал, тоже много разных тем ел. Крокодила хотел попробовать. Не пробовал крокодила? Нет, здесь нет. Не, вообще так. Ну тоже структура. Структура прикольная, хрустящая. Даже вареная. Остается хрустящая. Хотел еще узнать, море или как тут залив, что тут, оно теплое вообще или нет? Корею окружает, получается, 3 моря. На западе здесь у нас, получается, ближайшее Желтое море, самое грязное, самое конченое. Вот так нам повезло. Там справа, на востоке, получается, Японское море. Оно уже хорошее, вот, но оттуда далековато. И на юге Восточно-Китайское море, тоже чистое, хорошее. Ну, мы не имеем возможности ездить постоянно либо туда, на правый берег, либо на юг, потому что это очень далеко. Поэтому довольствуемся своим Желтым морем. Тоже купаемся, в принципе. Ну, он теплый хоть? Мне говорили, то, что не стоит купаться, потому что холодно. Вода холодная. Даже в сезон нормально. Ну, бред. Абсолютно. Есть просто в Желтом море какой косяк. Здесь у Желтого моря есть отливы и приливы. И ты вот так, допустим, не зная, ты приехал, а моря нет, оно ушло. Потому что отлив. Говядина, кстати, мне понравилась. Мне сестра моя писала, говорит, ты пробовал говядину сырую? Я говорю, По-корейски еще называется юкке. Юкке. Сырая говядина. Юкке. И с ней много, кстати, вариаций есть. Есть вот бибимпап, знаешь? Да.
Вот есть бибимпап с сырой говядиной. Бибимпап это типа суши. Ну, роллы, точнее, вот эти, которые... Нет, это кимпап. А, кимпап. Бибимпап это, короче, когда ты всякую траву мешаешь с рисом, поливаешь это все маслом и вот этим красным перцовым соусом перемешиваешь, и получается у тебя бибимпап. Бибимпап обычно он без мяса, как бы. Но есть бибимпап, вариация вот с этим как раз сырой говядинкой. И еще желточек вот так сырой выливают сверху. И ты это все перемешиваешь. Тоже бомба. Бибимпап. А как у тебя с корейским? Никак. Ты не учишь? Или пока Нет. какие-то базовые моменты знаешь? Я балбес. Я балбес, мне учить некогда. У меня нету, сука, времени ни хера. А тебе надо. У тебя молодая голова, которая еще может все быстро запоминать. Ну, честно, после столько лет бокса Да ладно. тяжело. Я знал пацанов-боксеров, которые гении просто. Нет, это само собой. Ну, и просто на начальном этапе, вот сейчас, пока я ходил здесь, в одно ухо влетело, с другого вылетело, и все. И вроде ты такой, нормально запомнил. А потом хочешь вспомнить, и оно не вспоминается. Не, надо начинать с этих вот соснов. Там хангыль, вот это, алфавит и так далее. Пользуясь случаем, хочу передать привет своей семье, любимой жене, маме, папе, сестре, племянницам, всем братьям моим, боксерам, пацанам, кто меня знает. По-любому это увидите. Кстати, а ты, может, знаком лично с кем-нибудь? Вот у нас в Хакасии тоже очень сильные боксеры. Я не знаю, как сейчас, но, по-моему, там тоже очень хорошая такая школа. Никого не знаешь в Хакасии? Блин, если честно, нет. Ну, если только по фамилии, по имени, может, узнаю. Но в основном с Хакасии они все переезжают в центр, либо в Сибирь. Да сейчас ты 2002 года, сейчас я даже не знаю, кто там вообще сейчас. Не, есть, допустим, если мне скажут или фото покажут, я узнаю. Так, просто я много людей очень знаю. У меня, по-моему, в окружении дофига пацанов. Ну вот, давай немного, мне, конечно, не про политику. Я в том плане, что, вот, допустим, если ты бы продолжал тренироваться в России, там, продолжал выступать, вот твой потолок какой был бы? Что бы ты смог, допустим, в России сделать? Я уже сделал, мне кажется, вот свой потолок. Мастер спорта международного класса. То есть Это потолок, да? Это, для меня, да. Типа, у меня была вспышка, когда я мог стартовать, газовать, добиваться успеха по профессионалам, но я как-то этот момент профукал, можно сказать. Может, из-за своей неопытности, еще чего-то. Конечно, судейские моменты тоже, но это я не буду затрагивать, потому что это как оправдание. Но это тоже имеет место быть. Ну что, я слышал, что типа, сейчас будет провокационный вопрос. Я слышал, конечно, что только связи и бабки как бы все решают, если ты хочешь быть чемпионом, правда, нет? Можно я не буду отвечать. Если ты чемпион, у нас вот, допустим, с моего года Альберт Батыргазиев, парнишка Олимпиаду выиграл по боксу. Единственное золото в 2021 году было. Ну, в 2020 году в Токио. То есть он своим трудом пробился. То есть это все можно своим трудом, но это очень тяжело. По-любому кто-то должен стоять за спиной, помогать. Но в любом случае все от трудолюбия зависит. И от того, сколько ты готов заплатить, как сказал Бодров. Какую цену ты готов заплатить за это. И он говорит, я сейчас не о деньгах. То есть, может быть, я реально, может, профукал свой момент. И я стал просто деградировать у себя в городе, допустим. Одно и то же. Мне нужно было выбраться вот так вот за границу, попробовать что-то. Конечно. Я всегда говорю людям, что прежде чем говорить, где лучше, где хуже, вы поживите в другой стране для начала. Не просто по турпутевке съездить, в отеле в 4-звездочном, 5-звездочном там побыть, да? Это не то. Вы поживите именно как обычный человек. Работу найдите, в больничку обратитесь, да? Там
за какие-то, за коммуналку заплатите, там, тачку в аренду возьмите, там, за хату заплатите. То есть, чтобы у вас были такие азы какие-то, представления о другой стране. А потом уже вы можете уже сравнить. А у нас вот так, а здесь вот так. Ну, на данный момент не очень здесь нравится. Я прям балдею здесь. Особенно от кухни. Ну и больше всего от людей, конечно. Меня, кстати, спрашивают порой, знаешь, типа, ты что туда уехал, чтобы только, типа, жрать? Ну, иногда так хочешь ответить, типа, ну да. А вы посмотрите, что я ем. У вас есть такое разнообразие? Свежие, вкусные еды, конечно. И причем людям тяжело понять, что, типа, что здесь очень дешево, на самом деле. Допустим, пойти... Я до сих пор некоторым не могу объяснить, что мне гораздо выгоднее пойти в ресторанчик покушать, чем я пойду в магазин, куплю продуктов и приготовлю дома. Это дороже получится. Люди такие, да ну, ты работаешь только на то, чтобы есть? Вот так, знаешь, такие есть темы. Ну, на самом деле, что в жизни нужно еще для человека? Еда. Вкусно? Чтобы жить, развиваться. Мы рабы своего желудка, это 100%. Вот, да, согласен полностью. Жена у тебя на низком старте уже? Она работает сейчас. Работает Ну, сама как, желание-то есть у нее? Но она обожает тут эту всю азиатскую эстетику. Она же меня и выбрала поэтому. Она говорит, ты кореец, говорит, наполовину. Ну, блин, я бы вот так по виду вообще, я вообще даже бы не предположил бы, что ты кореец. Татарин, да, башкир. Ну, какой-то, да, что-то какой-то, знаешь, типа метис как бы есть, но... Ну, пахан русский. Как бы, конечно, от него основное передалось от папы. Да не, большинство. Я могу фото показать. Наверное, Я видел. Да. Ну, от пахана какие-то черты лица передались. Но вот именно глаза, вот это все. Ты видел BTS? Слышал. Жена как раз любит слушать их. BTS, Но они сладкие мальчики. это легенды. Это легенда, на самом деле. Сколько труда. Сколько тоже. Я вот разговаривал со своим начальником недавно. По поводу влияния, допустим, вот взять тех же, ну, к примеру, тех же BTS. Сколько фанатов у них по всему миру? Это миллионы человек. У них в инсте там у каждого там по 100 миллионов, да, грубо говоря, подписчиков. Я говорю, что не было бы, допустим, BTS, к примеру, я говорю о том, что, допустим, мир меньше бы знал, допустим, о кимчи. Понимаешь, как это все работает? Конечно. То есть они двигают, в общем, да, Южную Корею, люди начинают интересоваться больше этой страной. Начинают, уже углубляться там в еду, допустим, в что-то вот в это все дело. Я вот о чем говорю. То, что это огромнейший вклад. А их в армию забрали недавно. Они вот пришли уже. Они пришли уже, отслужили все. Сейчас первый гастрольный тур у них. Я сам не фанат, я говорю, когда мне задают вопрос там, про BTS, я говорю, я мальчик, мне нравятся девочки. Мне нравится, если из кей-попа, там Blackpink, вот там девчонки молодцы. Тоже они сейчас, у них сейчас контракты, все самые модные дома, кто там Chanel, Louis Vuitton, там, Gucci, у всех у них каждое там лицо какого-то дома амбассадор. Прикинь, это же просто космос. Это сильно. А я когда такой приезжал, я помню, что их знали вот на уровне там, может, Азии, может, как бы Корея, там, Таиланд, Вьетнам. А сейчас они просто уровень уже там, Ким Кардашьян, например. Огромнейшая работа. Тебе тоже нужна медийка. Это просто как отче наш, как зубы почистить тебе должно быть. Тебе надо просто к этому привыкнуть. Ты постоянно должен снимать. Вот я не видел, чтобы ты хоть раз телефон достал и что-нибудь снял за сегодня. Почему? Не знаю, что-то как-то, Я еще не привык к этому. Начну 100%. Конечно. Потому что молодой, тебе карты в руки. Пока я хочу насладиться вот этими первыми днями минимум телефона, побольше, чтобы впечатлений было таких жизненных. А так в дальнейшем, конечно, без этого никуда. Особенно если двигаться в профбоксе.
то там медийка очень нужна. Там нужна грязь, да, нужна грязь. Сейчас вот делают сейчас шоу, когда будет, завтра бой будет у этого, у Чимаева. Да. Тоже они там что-то раскачали, все это хорошо. Не, хорошо, да, Молодцы. сделали. Но я все равно как бы сторонник вот спокойного трэш-тока. То есть вообще без трэш-тока. Просто на уважение вышли, подрались. Может, от этого моя популярность будет меньше. Но я воспитан так, что ну, это лишнее. Ну, Усик, допустим. У него внутренняя харизма есть большая. Чем он Он цепляет же людей. тоже как бы спокойно. Сколько на него там кричали, да, сколько этот на него, Тайсон Фьюри, там, да, все там. Да. Ну, всегда на спокойнике. Просто вышел, отработал. Да. Вообще красава просто. Вот за счет этого и цепляет. Хабиб, да? Но опять же, да, вот не было бы вот этих трэштокеров, не было бы Конора, да. и их, да? Конечно. По сути. Ну, настолько популярны не были бы. Да, я тоже согласен с этим. С этим я буду сталкиваться, я думаю. На самом деле, вот одна из, может быть, главнейших наших задач на протяжении всей нашей жизни – борьба со своими эмоциями, борьба с собой. Самый у тебя, самый длинный, самый великий твой бой – это борьба с самим собой. Да, это у каждого человека. Каждый человек проходит какой-то жизненный путь, какую-то борьбу. То есть, Постоянно вот это, когда одна половина тебе говорит, типа, да иди там, иди ударь его, к примеру. Настолько он тебя выбесил. А вторая половина тебе говорит, ты по родине соскучился? Ты домой хочешь уехать? у меня вообще рукоприкладство, я не признаю. Если хотите что-то решить и уже не можете словами, идите, возьмите перчатки, идите в боксерский зал, там решайте. Ну и зал ММА, то есть. По обоюдному согласию, Да, если- Людей бить нельзя, ни в коем случае. Конечно, бывают ситуации, когда там, защитить свою семью в этих вопросах вообще даже не обдумывается. Тут можно, даже нужно. Не здесь, не в Корее. Ну, это понятно, я имею в виду вообще даже просто вот если что-то касается вашей семьи, кто-то угрожает ей здоровью вашим близким, то тут без раздумий можно и пожертвовать своей жизнью. Но здесь такого не будет, потому что тут все культурные. Вон мы велосипеды оставили, даже не пристегнули. Сейчас будет прикол, если мы выйдем, их нету. Сейчас выходим, велосипедов просто нету. Да, советчик. Блин, ну я почти уже полный. Ну, я бы, наверное, клубники пошел бы еще бахнул. Я хочу тоже клубнику. На десертик. А так сам по дому не скучаешь? Только, я говорю, я скучаю только по природе, вот по нашей природе кавказской. По горам, по лесам, по озерам. Вот поэтому, по всему. Мы Хакасия, что-то... Кто-то там тоже вот сейчас из таких медийных личностей там есть. Ну, они такие шизики чуть-чуть. Ты понял, да, про кого? Гительман, по-моему, что такое, Руслан Гительман. Вот это Олег Монгол. Да, вот Вот с они, моего да. города. Да, вот. И вот этот еще там сейчас, подожди, который как обезьяна-то орет. Тоже такой бичеватый Конор у него, погремуха в соцсетях. Все, я понял. Вот это тоже Собакана, он скакать. Да. Это не лучший пример. Не, я понял, ну просто они так... Да, я да. вот на языке крутились. Эпик файтинг, там вот эти все и бои смотрел. Ну, они тоже... Не, Олег Монгол, кстати, вроде он перестал, кайфовать так сильно. Вроде он за голову взялся. Просто сейчас времена такие, как они называются, тоже шальные по-своему. Потому что, как говорится, вот бабки могут прилететь откуда, слава может прилететь откуда вообще ты ее не ждешь. Да. Надо качать, надо везде пробовать что-то делать.
Вот я бы, честно, у меня еще одна мысль. Я бы хотел быть моделью фирмы, она Фред Перри. Английская фирма. Может, знаешь, там лавровый венок такой. У меня 2 всегда костюма было, Nike и Adidas. Ну, это классика. Английская фирма такая хорошая. Я думаю, с ними связаться как-нибудь. Если что, моделью у них там надо двигаться. У тебя портфолио должно быть свое. Да, да. Мне уже за это тоже говорили. То есть, конечно, должен быть какой-то вот бэкграунд. У тебя должно быть что-то за спиной. Ты не можешь так прийти и сказать, типа, ой, я вот такой заебальский, ребята, давайте с вами там контракт подпишем. Нет, так не работает. Я пойду, что вы, ничего. Все, последняя, финишная прямая. У меня ложка. Один моя ложка. Вон она лежит. Вот она. На салфетку надо. Это тоже убрать? Все это, да. Я что-то всякой херобору еще полил, посыпал. Не, вот такие праздники живота, безусловно, надо устраивать себе по-любому. Ну, это еще, знаешь, как тебе сказать, типа, не премиум уровень. Ну, так, середнячок как бы. Нормально. Середнячок. Как-нибудь я тебя приведу в премиум уровень. Там вообще, там реально глаза просто они вот так разбегаются. Ты вообще не знаешь, что хватать. Блин, ну для меня это уже как-то около премиум тогда. По этим, что, по магазинам, там, по дешевым ты уже сориентировался? Где что подешевле, где что как? А я вот гулял куда-то. С Дайсо Там, где- познакомился? Дайсо, да. Дайсо. Дайсо это вообще, это must have. Химия, да? Ну, там всякие вот эти по мелочи, там, для дома что-то надо, знаешь, там, вот эти все моменты. Вообще без проблем. Я в первый день пришел сразу. Сходил туда. У тебя там, ты куда ходишь? Ты на Санбудон, получается, да? Нет? На Санбудон ходишь? Самбудон, там, где улица, где клубы, там вот эта вся движуха. Нет. Вот ты на Токоль живешь? Не, я съехал с такой. Съехал? Ты уже? Да. Короче, ну история такая. Я же, ну вот, мы потом. с тобой пообщались. Потом. Ну все, ладно. ДСО, потом этот продуктовый хороший магаз No Brand. Называется, короче, No Brand. То есть они не используют типа вот рекламное имя. То есть так называется No Brand. Типа без рекламы, да? И тоже там у них много чего есть хорошего по очень хорошим таким приличным ценам. Много чего производят. Ну, не в каждом районе, типа, что ли. Ну, не так много этих магазов. Но как бы можно найти. Если, допустим, что-то закупаешь домой, в принципе, ты рюкзак взял, там на велик раз прыгнул, по навигатору доехал до этого магаза, там что-то подзакупился. Все не понял. Вообще магазины, которые ты, допустим, идешь, видишь, если не только внутри, да, магазина товары, допустим, а и снаружи тоже есть. Видел же, по-любому. Да. Здесь на улице еще стоят. Да. То есть это уже как бы знак того, что этот магазин с более-менее нормальными ценами. Надо тебе как-нибудь там... ты сейчас переехал, да? Что-то, в какой район ты переехал? Я в спортзале сейчас живу. Я в ринге сейчас сплю. Ну, если честно, комфортно. У них зал хороший, большой. В сауну ты не ходил еще? Тебе надо в сауне переночевать стопудово. Да, может, сегодня в сауну пойти? Нет желания в сауну сходить? Если честно, есть. Ну, смотря как у тебя время. Что по времени? У тебя завтра выходной, да? Я выходной, да. Слушай, можно, в принципе. В принципе, можно. А у них вообще вот как в сауне? Что у них там делают? Ты говорил, там особая какая-то своя тема, движуха. Это надо один раз увидеть. Это проще будет, чем тебе объяснять. Надо сходить. Я первое время жил в сауне. Там живут
Это недорого, и это, ну, и условия как бы комфортные. Чисто единственный минус, что там не приготовишь ничего. И народу много. То есть туда можно с чемоданами прийти и там спать? Там комнаты прям отдельные или нет? Чемоданами, наверное, нет. Так, если с пакетами, может быть. Там в ящик затрамбуешь их. Ой. Спасибо тебе за этот вкусный обед. Не, Просто. растите большим. Какой вес, кстати? Ты в каком весе боксируешь? Я буду боксировать 69 килограмм, а вешу сейчас 78, наверное. Ну вот после такого обеда 78. У тебя... Ты жестко весогонку делаешь? Да нет, я не прям так, что умираю, ну нормально себя чувствую. Ну, то есть именно твой вот рабочий вес 69, да? Рабочий вес 75. То есть там же знаешь, как там, получается, вот неделя до боя остается, ты сливаешь воду, убираешь 4-3 килограмма оставшихся, может даже 5 за сутки до взвешивания. То есть воду сливаешь просто. Взвешиваешься в 69 и набираешь свой вес боевой. То есть, допустим, у меня это 75-76. И вот так вот после 69 на следующий день, в день боя, ты уже весишь 75-76. Все, И последний совет девчонкам, которые хотят быстро похудеть. Что им надо делать? Приходите на бокс, ко мне на персональные тренировки и быстро похудеете. Все, с вами был Злой Кинг Леон. Дима Захаров сегодня у меня МСМК в гостях. Всем пока-пока. Все, пока-пока.